Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня мы с вами отправляемся в новое путешествие по Нормандии. Но тот, кто со мной путешествует, мы уже были в Довиле, мы были в Онфлёре. Кто не видел эти видео, смотрите по ссылке. В Руане, столице Нормандии. А сегодня мы начнем наше путешествие с Этрета и далее посмотрим северные пляжи Нормандии. Vous êtes prêts? Alors on y va? Здесь очень много старых домов. Посмотрите, какой дом интересный. Заглянем в интерьер. Обедать еще рано. Интерьер. Вау, супер. К морю, на пляж идем. Красивый пляж Этрета. Вот он, знаменитый пляж, и вот они, знаменитые утесы. Это нижний утес, а я пойду сейчас на верхний утес, потому что на верхнем утесе находятся очень красивые сады. Я пойду на верхний утес, вот этот, там, где церковь, и там знаменитые сады Этрета. О, что-то случилось, наверное. Какая-то проблема. Это пожарный вертолет, первую помощь оказывают. К садам Этрета можно пройти либо через город, либо подняться вот здесь от пляжа. Фалез d'Amont. Фалез — это утес, скала, Амон — это верхний, то есть верхний утес. 10 минут пешком. Вот такой шикарный вид открывается с половины пути. Военный самолет. Вау! Это уже второй военный пролетел самолет. Какие-то учения. Будем надеяться, что это только учения. К сожалению, такая шумная здесь атмосфера. Почему-то вертолет этот либо учение проходит, либо он кого-то ищет. Непонятно. Я поднялась на верхний утес. И вот такой замечательный вид на нижний утес. И на город Этрета. Этрета. По-французски произносится. Когда приезжаешь на неделю в Нормандию, это хорошо, потому что мало туристов. Но, с другой стороны, очень шумно. Идут работы реставрационные. Вот видите, церковь реставрируют сейчас. И, видимо, учение вертолета пожарного. Итак, я иду смотреть сады. Вы со мной? Alors, on y va. История садов начинается в начале 20 века. В 1903 году здесь была построена вилла для французской актрисы мадам Тебо. И одновременно со строительством дома актриса решила создать сад. Несколько лет тому назад вилла и сады были выставлены на продажу. И сады были куплены международной садово-парковой компанией «Натюр».
Ландшафтный архитектор Александр Гривко в одном из интервью говорил, что сады – это настоящая творческая лаборатория, где формируется новый садовый стиль. Эти сады имеют важную черту. В течение всего года они практически не меняют свой облик и остаются вечно зелеными. В этом саду нет буйства красок. Философия авторов заключена в японской пословице «Выразительность скупа, все лишнее безобразно». Это место считают не просто шедевром садово-паркового искусства, но настоящим чудом. Парк разбит на несколько тематических зон. Одна из них носит название «Эмоции и дно океана». На ее создание автора вдохновили устричные фермы, которыми издавна знаменита Нормандия. Эту часть парка украшают раковины из вечно зеленого самшита, а среди растений расположились скульптуры в виде лиц, выражающих разные эмоции. Скульптор Самуэль Сольседо и его работа «Капли дождя» выражают широкую палитру чувства. Художник уловил и запечатлел отражение самых непредсказуемых и самых неожиданных эмоций. Ожидание поцелуя или недовольство, которое угадывается в надутых губках, утомленность, боль или удовольствие. Сад дзен олицетворяет гармонию единства человека и природы. В саду расположилась звуковая инсталляция, как идея пробуждения добра. Наконец улетел вертолет. Около часа он здесь кружил над парком, над верхним утесом. Наконец улетел. А теперь шум моря. А дальше это нижний утес. На нижний утес тоже можно подняться. Ого, разрешила подойти совсем близко. Но ты совсем не боишься людей. Из Этрета я еду в Фекан. Фекан находится от Этрета всего лишь 16 километров. И по дороге я решила остановиться в небольшой деревушке, потому что очень красивый пейзаж. Из камня все равно растут цветы. Очень интересно путешествовать по Франции на машине, по дорогам, как их здесь называют, департаментальным. И вот дальше я увидела там такой пейзаж замечательный. Я хочу вам его показать. Вот типичный нормандский пейзаж. Когда вы едете дорогой, вы всегда видите коров вдоль дороги. Нормандское молоко славится, так же, как нормандская сметана, нормандское масло и, конечно, сыры. Цветут яблони. И вот там овечки пасутся, барашки. Вот там дом, покрытый соломой. Я думаю, что можно подойти поближе, если есть дорога. Глициния цветет. И вот впереди дом из какой-то старинной французской сказки. Вот здесь есть вывеска «Ля Роз-Те», чай. Я думаю, что это вообще-то кафе, но закрыто. Посмотрите, какая соломой. Старый дом покрыт соломой. Посмотрите эту красоту. А теперь едем в Фекан. Фекан произносится по-французски, а по-русски, наверное, говорят Фекан. Деревенские дороги, узкая дорога, с левой и с правой стороны это явно старые фермы. Скорость ограничена 30 км в час на таких дорогах. В каждой деревне имеется церковь, мэрия. Здесь работает мэр этой деревни.
А деревня называется Бенувиль. Вдоль дороги маки красивые. Ну, типичный пейзаж нормандский. Нормандские коровы. Птицы поют. Хорошо. Тихо. И вертолеты здесь не летают. Ура! А это здание школы Коля. Бенувилля. Время обеда. Решила пообедать вот здесь, в этом ресторане Брассери. Брассери, вы знаете, если вы смотрите мои видео, что это такое, то есть пивная. Здесь есть разливное пиво. Ресторан пляжа. Пляж в Фекане. Замечательно. В старом городе дома в основном кирпич. Из кирпича в 2-3 этажа. Это напоминает город Амьен. Амьен, то есть родина президента Макрона, родной город. Смотрите это видео по ссылке. Если вы будете в Фекане, то обязательно посмотрите вот этот музей. Музей ликера бенедиктинского. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Попробовать можно ликер здесь, знаменитейший. Или прикупить с собой бутылочку. История ликера начинается в XVI веке в Бенедиктинском монастыре возле города Фекан. Монах по имени Бернардо Винчелли приготовил травяной состав на основе выдержанного бренди. Святые братья пользовались эликсиром для лечения сердечных, желудочных и нервных заболеваний и продавали эликсир паломникам, приходившим в монастырь. В XVIII веке во Франции началась революция, и монахов изгнали из обители, но рецепт знаменитого ликера не был утерян. Коктейли предлагают бесплатно, кстати. В XIX веке виноторговец из Фекана по имени Александр Легран в своей библиотеке случайно наткнулся на рецепт лечебного эликсира из крепкого алкоголя, трав и специй и решил возродить его. После года попыток воссоздать таинственное зелье Легран наконец преуспел и превратил его в ликер, которым он является сегодня. Назвал этот ликер Александр Легран «Бенедиктин» в честь монаха Дом Бернардо Винчелли. Продажи ликера принесли хороший доход, и Александр Легран смог построить дворец, в котором можно было производить этот ликер. Контрафасон. Контрафасон – это подделка, которую можно найти в разных странах. Швейцария, Польша, Италия, Франция. Дворец также служит художественной галереей, в которой представлены произведения искусства, собранные Александром Леграном, в том числе религиозные картины, скульптура, изделия из слоновой кости, монеты, часы. Старинные сундуки со сложными механизмами. Что же делает это вино таким особенным и уникальным? Его рецепт остается секретом, известным лишь немногим. Однако мы знаем, что в его состав входят 27 трав и специй,
полученных из растений со всего мира, в том числе можжевельник, мирра, шафран, ваниль, тимьян, кориандр, мускатный орех, шалфей, корень дягеля, мелисса. 6 ингредиентов традиционно сохраняют в секрете. Они известны лишь 3 членам руководства компании Бакарди. Смесь компонентов подвергается мацерации и дистилляции, а затем напиток выдерживается в дубовых бочках в течение 2 лет и всегда хранится во дворце Бенедиктин. Полученную жидкость смешивают со специальным сиропом из меда и сахара. Сладость смягчает жгучий привкус алкоголя, так как крепость бенедиктина составляет 40%. В настоящее время владеет бенедиктин компания Бакарди Мартини. Примерно 75% своей продукции компания экспортирует. Но ликер по-прежнему популярен во Франции, особенно на родине этого напитка, в Нормандии. Ликер добавляют в кондитерские изделия, такие как бенедиктинский трюфель и суфле. В стоимость билета входит дегустация. Стакан воды обязательно и 3 ликера разнообразных. На сегодняшний день существует 3 вида ликера бенедиктин. Каждый из них отличается своей особенностью. Бенедиктин – это и есть тот самый известный исторический напиток, производство которого началось в XIX веке. Бенедиктин Single Cask. Этот тип алкоголя самый выдержанный из всех, его настаивают в небольших деревянных бочках в течение длительного времени. На выходе вкус спиртного получается насыщеннее, но не очень сладким, и градус напитка повышается до 45. Бенедиктин 1888 – это ассамбляжи бенедиктин и коньяк. Выдержанный небольшими партиями в бочках из французского дуба, бенедиктин 1888 сочетает в себе аромат редких специй, приправленный нотками меда, со вкусом дягеля, с нотками ванили. Очень сладкий, потому что очень много сахара здесь. 100 грамм сахара на литр. И мед еще. Последний с коньяком. Пожалуй, я предпочитаю последний. При выходе новый бар, который построили в 2021 году. Этого не было раньше. Достаточно приятный бар. В 35 километрах от Фекана находится небольшой городок, который называется Сен-Валери-ен-Кaux. Вот я приехала сюда уже в начале 6-го. Отлив. Утром в Этретта был прилив, а сейчас, смотрите, отлив. Но посмотрите, какой красивый тоже пейзаж здесь. В Сен-Валери-ен-Кaux я особо не задержалась, потому что там много очень работы, много реставрировали. Но мне очень хотелось посмотреть вот эту деревню, которая называется Вёл-ле-Розе. Вёл-ле-Розе. Считается одной из самых красивых деревень не только Нормандии, но и Франции. И вот давайте прогуляемся по этой деревне и посмотрим эту деревню. Розы украшают дома. Название оправдывает эта деревня. Вёль, название деревни, потом Ле Розы, розы. О, как красиво, смотрите, какие маки. Рыбка. Говорят, что здесь самая маленькая река во Франции. Вот она протекает. Итак, мы с вами идем по улице, которая называется Шан-Элизе, Елисейские поля. Какие здесь ароматы. Водяная мельница. А с правой стороны лес.
А и прогулка в лесу. Ой, здесь очень симпатично. Вот эта деревня мне очень нравится. Так что, если вы будете по Нормандии путешествовать, эту деревню стоит посетить. Обязательно. Я думаю, что ее нужно включить в посещение, если вы любите вот такие прогулки. Еще одна мельница по дороге. Старый дом. В этой реке, оказывается, есть форель. Трюит по-французски. Вода чистейшая, прозрачная. Какая прелесть эта речка. Река в этой деревне называется так же, как и сама деревня – Вёлле. И это действительно самая короткая река во Франции. Ее протяженность 1149 метров. И река впадает в Ла-Манш. Рыбная ловля запрещена. И розы цветут. Ой, какие красивые вот эти красные, алые розы. Смотрите, как красиво. На пляж можно пройти направо и налево. Давайте посмотрим здесь направо сначала. Послушайте эту тишину и пение птиц. Но эта деревня меня действительно удивила. Я здесь впервые. Впервые. И эта деревня очень необычная. Мне очень нравится. Вот это здание с левой стороны 1577 года. 16 век. Перестроено, отреставрировано в 19 веке. А, здесь, видимо, гостиница и чайный салон. Еще одна мельница. В этом здании книжный магазин. Смотрите, какой пес симпатичный. Бонжур. Бонжур, бонжур. Это тоже Нормандия, но северная Нормандия. И здесь в основном из кирпича дома. Так же, как и в городе Фекон. Вау, и везде розы. Название оправдывает эта деревня. Какие красивые кусты роз. 6 часов. Тоже розы. Здесь даже кинотеатр имеется. Синема Рекс. Улица моря. Пройдем по улице моря к пляжу. Эти розы еще не расцвели. Вот одна распустилась. Красиво. Посмотрим сейчас, какой здесь пляж. Кажется, между жителями соревнования, у кого более красивый куст розы. И причем розы везде разные, сорта роз разные у каждого дома. А вот эта роза такая ароматная. Даже здесь чувствуется аромат на дороге. Это уже, наверное, шиповник. Шиповник и розы. А вот и пляж. Ну, совсем уже отлив, море далеко.
Но отлив, море далеко. Деревня замечательная. По-моему, здесь живет около 600 человек всего лишь в этой деревне. Но мне здесь очень понравилось. То, что ловят рыбаки. Креветки, устрицы, мидии, арени де мер, морской паук, не знаю как по-русски, омары. И тухто еще есть. Если вы будете в этой деревне в субботу, в воскресенье и праздничные дни, вот здесь можно купить устрицы с 8:30 до 11:30 и с 3 до 6 вечера. Ну а теперь вкусное мороженое. И еще немножко прогуляюсь по деревне, а потом в Париж. Чайный салон и ресторан. Бристоль. Булочная. Обычно в таких деревенских булочных очень вкусные круассаны. Куплю-ка я себе на завтрак круассан здесь. И ручка в форме розы. Очень красивые виллы. Ну, это везде в Нормандии, кстати. Во многих городах очень красивые виллы. И архитектура, и розы. Очень красиво, действительно. Красивая деревня. Мину. О, киски. Elle est belle, ou il est beau, je sais pas. Elle, c'est elle. Ah, d'accord. Idolina, viens, là tu vas faire tomber. Là, elle. Ah, il me suit. Ah là là. В XIX веке эта деревня привлекала и писателей, и поэтов, и художников. Здесь бывал Виктор Гюго, здесь бывали братья Гонкур, а еще русские художники-передвижники Репин, Поленов, Боголюбов. Поэтому не случайно одна из улиц этой деревни называется «Пассаж русских художников». Смотрите, эта улица называется «Пассаж де пeintres russes», то есть «Пассаж русских художников». Мину. Ты красавец. Или красавица. И покажу вам поближе, как интересно дом построен из камня. Это же галька. Смотрите, самая обычная галька с моря. Фасад так выложен. А так из кирпича дом. Вечером концерт. Ну вот, друзья, моя поездка подошла к концу, я возвращаюсь в Париж. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале о Франции не только. Пока!